Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео-мастер-класс по вязанию сумочки из полиэфирного шнура. У нашей сегодняшней сумочки вот такой красивый объемный узор. Вяжется он одним полотном. На этом мастер-классе я покажу, как связать такой узор, а также боковинки для сумки, соединить все детали вместе, укрепить сумку, чтобы она у нас имела жесткую форму, и прикрепить к ней красивые бамбуковые ручки. По размеру сумочка получается высотой 24 сантиметра и шириной 27 сантиметров. Материалы для вязания сумки. Нам понадобится полиэфирный шнур толщиной 2 миллиметра, 400 метров. Здесь у меня в руках один моток, в нем 200 метров. Нам понадобится таких 2 мотка. И крючок номер 4. Также я использовала пластиковую канву для укрепления стенок сумки. Вы можете пользоваться такой канвой, которую сможете найти. Здесь не важно, какой размер клеточек. Также у меня вот такие бамбуковые ручки, высота 13 сантиметров, ширина 16 сантиметров на полуколечках. Застежка для сумки, магнитная кнопка, 2 штуки. Диаметр кнопки 18 миллиметров. Для крепления цепочки нам понадобятся кольца. Внутренний диаметр 25 миллиметров, 2 штуки. И длинная цепочка. У меня это цепочка длиной 120 сантиметров с карабинами. Начинаем вязание. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку 39 воздушных петель. Набрали цепочку 39 петель. Первую петлю отступаем, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли. Вяжем столбики без накида. Провязываем до конца ряда 38 столбиков без накида.
Набрали цепочку 38 петель. Теперь я поставила маркеры на места, где будет вязаться узор. Сначала 2 петли, на третью ставим маркер, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, маркер, еще 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, следующий маркер, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и последний маркер. И остается 2 петли до конца ряда. Переворачиваем, нитку оставляем за работой. И теперь вяжем в ту петлю, где у нас был установлен маркер, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Затем делаем одну воздушную петлю. И опять в это же отверстие еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот такой веер у нас получается. Далее набираем цепочку 9 воздушных петель. Теперь внизу пропускаем 10 петель. Опять вяжем веер. Сначала 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Затем делаем воздушную петлю и еще 3. 1, 2, 3. Набираем опять 9 воздушных петель. Следующую петельку с маркером опять вяжем веер. 3 столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля. И еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь 9 воздушных петель. И остается последняя петля с маркером, в нее тоже вяжем веер. 1, 2, 3, воздушная петля и еще 1, 2, 3. И на этом заканчивается вязание первого ряда узора. Далее вяжем изнаночный ряд, но вначале нам нужно закрыть последнюю петлю. Вводим крючок вот так, вытягиваем петельку, делаем 2 воздушные петли. И теперь вы помните, что у нас после веера оставалось еще 2 петельки. Вот в них мы вяжем 2 столбика с накидом. Затем 1 воздушная петля. И далее у нас идет 10 петель внизу. В них мы провязываем
столбики с накидом. Вяжем 10 столбиков с накидом. Связали 10 петель, воздушная петля, пропускаем наш узор и далее вяжем еще 10 столбиков с накидом. Связали еще 10 столбиков с накидом, воздушная петля, пропускаем узор, вяжем еще 10 столбиков с накидом. Связали последние 10 столбиков с накидом, воздушная петля. И здесь в конце ряда у нас тоже есть 2 последние петельки, их провязываем столбиками с накидом. Закончили изнаночный ряд, и здесь у нас получается 38 петель вместе с воздушными петлями. Переворачиваем и вяжем снова лицевой ряд. Здесь мы переворачиваем так, чтобы нитка была за работой. И сразу же в первый веер мы провязываем такой же веер. При этом крючок вводим и в арку веера, и в арку воздушная петля на изнаночном ряду. Вяжем 3 столбика с накидом, затем воздушная петля и еще 3 столбика с накидом. Закончили. Вот так, видите, у нас должны быть захвачены петли из обоих рядов. Затем мы вяжем цепочку 8 воздушных петель. Обратите на это внимание, в прошлом ряду у нас было 9, в этом ряду 8 воздушных. Вводим крючок в следующую арку веера и в арку на изнаночном ряду и провязываем наш узор. 3 столбика с накидом, воздушная петля и еще 3 столбика с накидом. Готово. Связали второй веер. Теперь опять вяжем 8 воздушных петель.
Вяжем третий веер. Опять вводим крючок в арку веера и в арку на изнаночном ряду. 3 столбика с накидом, воздушная петля и еще 3 столбика с накидом. Цепочка 8 воздушных петель. И у нас остался последний веер. Тоже вводим крючок за обе арки, провязываем 3 столбика с накидом. Воздушная петля и еще 3 столбика с накидом. И все, на этом заканчивается этот ряд. Вот такой красивый узор у нас получается. Теперь нам нужно закрыть этот ряд. Переводим ниточку вперед и вводим крючок за первую горизонтальную петлю. Вытягиваем нитку и делаем 2 воздушные петли. Теперь вводим крючок опять в эту же петлю, в которую мы сейчас соединяли, и в нее вяжем столбик с накидом. Затем в следующую, вторую петлю тоже столбик с накидом, воздушная петля, пропускаем веер и в следующие вот здесь 10 петель провязываем 10 столбиков с накидом. Закончили, связали 10 петель, воздушная петля, пропускаем веер и следующие 10 столбиков с накидом. Закончили 10 петель, воздушная петля и снова 10 столбиков с накидом. Закончили, связали 10 петель, воздушная петля, пропускаем веер и здесь у нас осталось еще 2 столбика с накидом. Закончили изнаночный ряд.
Переворачиваем и снова вяжем лицевой ряд. Провязываем первый веер, не забываем, вводим крючок за 2 арки лицевого и изнаночного ряда. Затем в этом ряду мы вяжем 7 воздушных петель. Далее второй веер. И далее мы можем продолжить самостоятельно. Здесь мы чередуем между веерами по 7 воздушных петель и вяжем до конца ряда. Закончили этот ряд. Закрываем его точно так же, как предыдущий. Переводим нитку вперед, вводим крючок под первую горизонтальную петельку, минуя 2 воздушные петли. Вытягиваем петлю вперед, делаем 2 воздушные петли и затем вводим крючок опять в эту же петлю, в которую сейчас мы соединяли. Вяжем столбик с накидом. И рядом вторая петля, в нее тоже вяжем столбик с накидом. И далее мы продолжаем вязать точно так же, как предыдущие изнаночные ряды, самостоятельно. Закончили третий изнаночный ряд. Переходим к новому лицевому ряду. Вяжем первый веер. Затем 8 воздушных петель. В предыдущем ряду у нас было 7, теперь мы делаем 8. И затем вяжем следующий веер. Далее мы можем продолжить самостоятельно. Здесь чередуем между веерами по 8 воздушных петель. Закончили четвертый лицевой ряд. И далее вяжем снова изнаночный ряд, точно так же, как предыдущие изнаночные ряды. Закончили изнаночный ряд. Теперь мы вяжем последний ряд в раппорте узора, это пятый ряд. Вначале провязываем первый веер. Теперь мы вяжем 4 воздушные петли.
Теперь нам нужно собрать все цепочки вместе в бантик. Для этого мы вводим крючок под все цепочки и вяжем один столбик без накида. При этом затягиваем слегка, но не слишком туго. И затем 4 воздушные петли и переходим к вязанию следующего веера. Вот такой рисунок у нас получается. И мы продолжаем. Снова вяжем 4 воздушные петли. Затем собираем все цепочки и вяжем один столбик без накида. 4 воздушные петли и вяжем следующий веер. Теперь опять 4 воздушные петли, 1 столбик без накида через все цепочки, 4 воздушные петли и последний веер. Вот такой узор у нас получается. Это раппорт нашего узора, один раппорт. Таких нам нужно с вами связать в высоту 6 раппортов. Продолжаем далее, вяжем изнаночный ряд, точно так же, как предыдущие изнаночные ряды. Закончили. И давайте посмотрим, вот у нас готов целый раппорт. Таких нам нужно связать с вами 6 раппортов. Мы повторяем вязание с первого ряда узора и так далее в высоту всего 6 раппортов. И вот я уже закончила, связала 6 раппортов узора. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И теперь нам нужно с вами сделать обвязку. Заканчиваем мы, конечно же, изнаночным рядом. В конце делаем воздушную петлю. Затем переворачиваем. И вяжем столбиками без накида. Вначале провязываем 2 столбика без накида. Затем у нас здесь идет арка. Мы соединяем веер и изнаночный ряд и вяжем через них 1 столбик без накида. Далее 10 столбиков без накида.
И теперь снова соединяем веер и изнаночный ряд вместе и вяжем 1 столбик без накида. Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца ряда, присоединяем веера к изнаночным рядам. Закончили. Вот такой рисунок у меня получился. Теперь делаем обвязку вокруг, вяжем 2 воздушные петли, затем вводим крючок в предыдущую петлю и вяжем 1 столбик без накида. Переходим на боковую сторону, вводим крючок в арку из 2 воздушных петель и провязываем 2 столбика без накида в одну арку. Вводим крючок за следующую арку и провязываем 2 столбика без накида. И точно так же продолжаем. В третью арку тоже 2 столбика без накида. Итак, мы с вами продолжаем до следующего угла. Каждую арочку вяжем по 2 столбика без накида. Мы закончили, довязали до угла. Вот такой красивый край у нас получается. Здесь нам нужно в последнюю петлю связать 1 столбик без накида. Затем, чтобы перейти на следующую сторону, вяжем 2 воздушные петли и в предыдущую петлю соединительный столбик. Теперь мы переходим на другую сторону. Здесь у нас было 38 петель, и мы провязываем 38 столбиков без накида. Обратите внимание, что я ввожу крючок поглубже, минуя первый ряд. Получается, что я перекрываю первый ряд, вяжу поверх него. Итак, мы продолжаем с вами вяжем до угла. Закончили, связали 38 петель. Переходим на другую сторону, вяжем 2 воздушные петли, в предыдущую петлю соединительный столбик. И здесь у нас тоже есть в виде арок, у нас будут идти столбики с накидом. За первый столбик вводим крючок и провязываем 2 столбика без накида. Затем за следующий столбик вводим крючок и провязываем 2 столбика без накида. Продолжаем. За третий столбик вводим крючок и тоже провязываем 2 столбика без накида. Давайте еще один раз свяжем вместе. И далее мы уже продолжаем самостоятельно. За каждый столбик вяжем по 2 столбика без накида. И продолжаем до следующего угла. Закончили, обвязали этот край. Здесь в конце нам тоже нужно связать еще один дополнительный столбик без накида. И затем 2 воздушные петли, 1 соединительный столбик в предыдущую петлю. И теперь мы можем отрезать ниточку и закрыть последнюю петельку. Вытягиваем нитку из петли. Здесь одну петлю пропускаем, вводим крючок в следующую и перекрываем нижнюю петлю. Кончиком нити формируем последнюю петельку.
Кончик нити можем спрятать внутри петелек последнего ряда. Итак, давайте измерим нашу длинную деталь сумки. Получается длина 44 сантиметра, ширина примерно 27-28 сантиметров. Далее вяжем боковую деталь. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку 10 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Пропускаем одну петлю, уводим крючок за полупетельку второй петли и вяжем столбик без накида. Так, продолжаем вязать до конца ряда всего 9 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити можем поднять, чтобы спрятать его внутри петель следующего ряда. Вяжем второй ряд, делаем прибавку, вводим крючок за одну полупетельку, провязываем 2 столбика без накида в одно основание. Затем в следующие петли вяжем по одному столбику без накида, всего 7 петель. При этом кончик нити провязываем, прячем внутри петель. И в последнюю петельку делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итого в этом ряду у нас уже 11 петель. Вяжем третий ряд без прибавок, провязываем 11 столбиков без накида за одну полупетельку. Закончили, вяжем четвертый ряд, опять делаем прибавки. В первую петлю вяжем 2 столбика без накида в одно основание. Затем без прибавок вяжем 9 столбиков без накида. Последнюю петлю делаем прибавку, вяжем 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас получается 13 петель. Теперь продолжаем самостоятельно, вяжем без прибавок еще 23 ряда по 13 петель в каждом ряду. Закончили, связали еще 23 ряда. Давайте посмотрим. Вот здесь у нас были последние прибавки. И далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Связали 23 ряда по 13 петель. Получается по размеру деталь длина 17 сантиметров и ширина 8 сантиметров. Мы ее пока откладываем, ниточку не отрезаем. Теперь давайте пришьем пластиковую канву к нашей основной детали. Прикладываем сумочку к канве. Смотрим нужную нам ширину, длину и все лишнее отрезаем. Канва мягкая, можно отрезать обычными ножницами.
Теперь пришиваем канву к сумке. Я использую прозрачную нейлоновую мононить. Она продается в любом швейном отделе, точно так же, как обычные швейные нитки. Пришиваю вручную, закрепляю нитку на уголке и затем прошиваю через отверстие на канве к основной детали сумки. При этом здесь я хотела еще отметить, что не пришивайте прямо к самому краю, немножко отступите. Здесь я слишком близко к краю пришиваю. Далее мы будем с вами делать обвязку в этом месте, поэтому нам здесь нужно немножко оставить свободный край. Пришивайте чуть-чуть поглубже. Готово. Пришили канву. Вот так у нас будет выглядеть сумка. И теперь мы можем соединить боковинку с сумкой. По краю сумки у нас идет 63 петли. И на боковинке у нас тоже 63 петли. Прикладываем вот так две детали друг к другу и соединяем угловую петлю. Эта петля у нас идет отдельно от 63. Вводим крючок за одну полупетельку на основной детали и за крайнюю петельку на боковой детали провязываем соединительный столбик. Далее вводим крючок в следующую петлю на основной детали и в следующую петлю, которая относится ко второму ряду, на боковинке сумки. И тоже вяжем соединительный столбик. Старайтесь петли делать не слишком туго. Теперь вводим крючок в третью петлю на основной детали и в третью петлю на боковинке сумки. Она относится к третьему ряду. И тоже вяжем соединительный столбик. Четвертая петля, пятая петля, шестая и так далее. Давайте далее мы провяжем самостоятельно вот до этой отметки, до донышка. Всего у нас здесь должно быть 27 петель по этой стороне. Теперь мы переходим на донышко. И здесь мы соединяем 9 петель. Также вяжем соединительными столбиками. И у нас еще остается одна сторона. Здесь мы тоже 27 петель соединяем друг с другом. Закончили, соединили вторую сторону боковинки. Здесь нам нужно еще соединить уголки, но сначала мы отрезаем кончик нити, вытягиваем нитку из петли и затем соединяем уголки. А кончик нити мы можем спрятать внутри петелек.
Теперь нам нужно связать вторую боковинку и точно так же присоединить ее с другой стороны, только ниточку в конце не отрезаем. Готово. Присоединили вторую боковинку. В конце ниточку я не отрезаю, она нам понадобится для обвязки верха сумки. Здесь нам тоже нужно соединить уголки. Вяжем последний соединительный столбик. Затем делаем воздушную петельку. И теперь уже вяжем узором галочки, вводим крючок в середину петли галочки и провязываем столбики без накида. И вот здесь я сама столкнулась с проблемой, что я слишком близко пришила канву к краю. Мне трудно было вводить крючок в середину петелек, поэтому не совершайте мою ошибку. Как я уже говорила ранее, пришивайте канву немножко поглубже от края сумки. И вот так мы с вами продолжаем, вяжем столбиками без накида узором галочки. Подошли к месту соединения боковинки с сумкой и ровно между ними провязываем один столбик без накида, а далее уже по той стороне, где была боковинка, крючок вводим за верхние полупетли и вяжем столбиками без накида. И вот здесь у нас снова петелька между боковинкой и основной деталью. Провязываем столбик без накида. И мы снова переходим на основную деталь. Здесь вяжем узором галочки, вводим крючок ровно в серединку петли и вяжем также столбиками без накида. Так мы с вами продолжаем вязать, обвязываем весь верх сумки. У нас осталась еще одна сторона и одна боковинка. Закончили первый ряд обвязки верха сумки. Здесь нам нужно с вами закрыть ряд. Вводим крючок под первую горизонтальную петельку. Заводим петлю на изнаночную сторону. На изнаночной стороне делаем одну воздушную петлю. И затем ровно под местом соединения вводим крючок в петлю, галочку и провязываем вперед петельку. Затем провязываем заднюю петлю через переднюю. Это уже у нас первая петелька второго ряда. И продолжаем. Вяжем опять же узором галочки, вводим крючок ровно в середину петли. При этом смотрим, чтобы с противоположной стороны крючок тоже вышел ровно посередине. Итак, продолжаем вязать. Также здесь я поставила маркеры на те места, где будет у нас находиться полукольца ручки сумки. Для ручки я оставляю по 4 петли и между ними 16 петель.
Убираем маркеры, прикладываем ручку впереди сумки и провязываем через полукольца 4 петли. Далее провязываем 16 петель, связали 16 петель. И теперь на следующие 4 петли опять привязываем полукольцо от ручки сумки. Далее продолжаем вязать до следующей ручки сумки. Здесь вы можете уже симметрично поставить маркеры с противоположной стороны. И точно так же, как первую ручку, пришиваем вторую ручку сумки. Мы закончили, привязали ручки сумки к сумке. И теперь продолжаем. Нам нужно связать еще несколько рядов обвязки верха сумки. Закрываем этот ряд точно так же, как предыдущий. И продолжаем вяжем узором галочки столбиками без накида. Продолжаем вязать еще 4 ряда вверх. Закончили, связали еще 4 ряда. Один, два, три, 4. Закрываем этот ряд. И здесь давайте посмотрим. Немножко иначе закрываем этот ряд. Далее у нас будет идти последний ряд. Придерживаем петельку на изнаночной стороне и вводим крючок спереди назад, при этом разделив петельку напополам. Вяжем соединительный столбик. Далее вводим крючок за полупетельку и вяжем соединительный столбик. И так продолжаем вязать по всей окружности соединительными столбиками. Продолжаем вязать до конца ряда. Закончили последний ряд обвязки сумки. И теперь кончик нити отрезаем и закрываем последнюю петлю.
Далее мы с вами пришиваем магнитные кнопочки. У меня будет 2 кнопки. Пришиваю их также прозрачной мононитью и кнопочки прикладываю ровно позади ручек сумки. Я пришила вторую кнопочку и также я пришила подкладку в сумку. Видео о пошиве подкладки у меня есть отдельно. В описании под этим видео я оставлю ссылку. Подкладка шьется очень легко, быстро, можно даже без швейной машинки сшить, если вы не планируете делать кармашек. И вот такая сумочка у меня получилась. Можно ее носить так, она очень красиво смотрится. Либо еще мы можем присоединить колечки и цепочку к сумке. Для этого краешки сумки заворачиваем вовнутрь и одеваем колечки. На колечки присоединяем цепочку. Цепочка у меня длинная, поэтому я решила ее немножко укоротить и сделала вот таким образом. И вот наша сумка готова. Итак, моя сумочка готова. Вот такая она у меня получилась. Аккуратная, хорошо держит форму, очень удобная, не тяжелая.
Внутри сумка выглядит вот так, достаточно вместительная. Застежки удобные, легко застегиваются и расстегиваются. Давайте измерим нашу сумку. Высота 24 сантиметра, ширина 27 сантиметров. И давайте также измерим глубину. У меня получилось примерно 10 сантиметров. У вас по размеру может сумка отличаться, многое зависит от толщины пряжи и от плотности вязания. Надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Подписывайтесь на мой YouTube канал, а также на мой Instagram nitka.kz. Отмечайте меня под вашими работами. И до новых встреч!